Всем здорово! Неожиданно, негаданно вот такой вот видосик у нас по КРБ. Буквально день назад, ну там 1-2 дня назад у меня выходил разбор, получается, изменений баланса версии 1.0-1.0.5. То есть это как бы не... то есть Global Launch это у нас 1.0, как бы второй вот такой вот плюс-минус глобальной версии, скажем так, 1.1 у нас пока нету. У нас только вот такой вот мини-патч вышел. Ну, точнее, у меня он еще не вышел, у меня как бы эмбарго просто. Вот, я записываю заранее, потому что нам предоставили материал. Ну, а как бы сейчас, когда должен выходить этот ролик, сейчас у нас идет 1.0.6 и так далее. Потому что еще какие-то циферки будут. Сегодня у нас, получается, опять же изменение баланса, журнал изменений и информация по баннерам. Вот так вот. Тоже очень интересная вот эта вот вся ерунда. Итак, давайте я сейчас вот тут вот так вот переключу, сделаю оп. И начнем разбирать изменения баланса. Список изменений. Все легендарные карты получили общее снижение силы на 5% для лучшего соответствия в их силе. Эпическим картам. А почему только эпическим? Ну, допустим, надо вот так вот было сделать. Я тут просто сам подправлял, как бы шрифт делал. Да. То есть, ну они, короче, их, я так понимаю, ослабили на 5%. Это я не знаю, как это понимать. Ну, короче... Правильно сделали, опять же, но мне кажется, это просто плоское, как бы, скажем так, они просто... И сейчас дальше пойдет, как бы, по героям, там, да, по Берисаду, там, по Укус Пепла, ну, вы поняли, это опять же у нас этот идет. Ашбайт. Неужели его снова пофиксили, блин, не фиксите его, пожалуйста, на самом деле и так уже так себе чувствуется. Но вот Берисад и Айскальд пока что чувствуют себя хорошо, ну, точнее, в 1.0.5 они себя чувствуют хорошо, а насчет 6-й версии пока не ясно. Ну ладно, короче, как бы я не знаю, насколько вот это вот плоское снижение, как бы просто их силы сбалансит их между эпическими картами там и остальными, потому что дело, наверное, ну, в какой-то мере, да, в их силе, но просто надо просто не как бы балансировать именно их механики, как-то их интереснее делать, а не просто прибавлять им кучу способностей, скажем так. Легендарные герои теперь возрождаются дольше, с 15 до 20 секунд. Ого, вот это ослабление. Подбор игроков на стадионе был скорректирован для большей разницы в медалях между потенциальными противниками. Ну, наверное, короче, просто этот улучшили подбор. И вот теперь пошли у нас герои. Берисад, короче, побыл он 2 недельки в баннере. Все его получили. Реально, вот практически почти все. Он сейчас подходит к концу. Поигрались в этой вот классной, сильной игрушкой. Ну вот, пожалуйста, сейчас его жестко пофиксит, я уверен прям. Тут четких цифр нет. Ну, максимум то, что возрождение там с 15 до 20 секунд. И за это хотя бы спасибо. Но, опять же, разработчики, я понимаю, вы нам скидываете changelog. Прошу, нам нужны прям четенькие циферки, чтобы мы вот узнали, какой был урон изначально и насколько он был понижен. Пожалуйста. Это, скажем так, от меня, как бы, и, возможно, даже от всех креаторов. Эффекты постепенного урона уменьшены. Я так понимаю, у него был поджог, да, вот он же, типа, по-моему, ударял своим ударом, скажем так, ударял ударом. Масло масляное. Вот, дальше он оставлял как бы поджигающую землю, и враг с нее тоже как бы получал урон с поджога. Вот, скорее всего, тут тоже урон вот так вот уменьшен. Здоровье снижено. Уровень перезарядки способностей порождения дракона, уничтожения и налог на смерть значительно уменьшено. То есть он будет чаще кастовать, я правильно понимаю? Вот это, наверное, порождение дракона. Кулдаун снижен. Так это наоборот же он получает. Это получается баф. Если он будет чаще все это делать, то он будет чаще кастовать, понятное дело. А я, кстати, ни разу не читал его пассивки, ничего себе. Тут же у него 2 пассивки есть какие-то. И что он делает? Что-то классное. Короче, переведите, напишите. Я хоть буду знать. Мне лень сейчас так переводить. Короче, это баф. Вот это вот просто нерв характеристик. Длительность бойня дракона уменьшена. Бойня дракона это, скорее всего, голем и
не перезарядка, а именно длительность уменьшена. То есть то времяпрепровождение, то, что он как бы в бое находится, этот голем. Урон от порождения дракона, темного голема уменьшен. А, нет, погоди. Нет, это значит две разные способности. Блин, я и путаю, блин. Надо было на... Погодите, дайте я на английском посмотрю. Сейчас, секундочку. Все, понял. Короче, они часть способностей бафнули, но сейчас, по ходу голема, они занерфили, да? Урон, то есть при приземлении, ну, здоровье увеличено у него. Урон от уничтожения увеличен. Уничтожение? Уничтожение это ваншот. Так он ваншотит. Там здесь какой-то... Может, урон это в плане, типа, допустим, он мог этот ваншот тратить, допустим, на боссов, да? И, типа, на боссов, как бы, он их ваншотить не может, но он наносит фиксированный урон, да? Процент золота за налог на смерть немного увеличен. Это его пассивка, я так понимаю, да? То есть, они его как бы по характеристикам занерфили, но... По итогу бафнули даже. Я думал, его прям жестко сейчас занерфят. Я просто в первый раз читаю вместе с вами. Ну, обладатели Бересада, радуйтесь. Длительность эффекта горения и урон уменьшены. Урон от пылающего дыхания уменьшен. Урон от пира немного... Блин, самую Блин, урон от немного... Огненного шквала. Ну ладно, тут баф, да? Время, то есть смотрите, да? Нерв. И время перезарядки. Это тоже нерв. Ну, если увеличен, типа. Короче, они его опять занерфили. Блин, он сейчас хуже других драконов смотрится. Ну нахрена? Ой, блин, за сполоха прям вообще обидно. Я им перестал играть аж. Так, дальше у нас идет Веспер. Кстати, и я его вообще сейчас не вижу. Им очень мало играют, а Лерии даже чаще играют. Здоровье и броня, скорость атаки в дальнем бою увеличены. Скорость атаки в ближнем и дальнем бою немного уменьшена. Ну, кстати, такой, скажем так, баланс, да? То есть и баф, и нерв. Время перезарядки стрелы в колено увеличено, а урон уменьшен. Вот это прям... Это прям нерв, да. Если время перезарядки увеличено, то есть он реже ее использует, стрелы в колено, а урон уменьшен. Блин, ну он и так уже убитый персонаж. Ну, не то чтобы убитый, возможно, он хороший, просто им мало пользуются, потому что есть другие более сильные альтернативы. Короче, вот это вот я не понимаю, этот нерв. Урон от рикошета во время перезарядки уменьшены. То есть урон уменьшен от перезарядки. Блин. Ну, нет, то, что время перезарядки уменьшено, это получается баф. Ладно, здесь баланс. Здесь баланс, то есть тут и нерв, и баф. Урон от воинского рассвета уменьшен, а время перезарядки увеличено. То есть здесь опять же нерв. Короче, тут есть какой-то баланс, да? Но больше все-таки в сторону нерфа. Я не понимаю почему, потому что в Эспер мы так мало играли. Ингвар. Увеличен урон в ближнем бою. Спасибо. Время перезарядки ярости викинга уменьшено. Спасибо. Время перезарядки зова предка уменьшено. То есть он свои способности, опять же, чаще кастует. Из ближников у нас кто? Раз, два, три, 4, 5. Да, 5 ближников, смотрите, да. Этот самый начальный, его реже всего берут. Вот этот вот, типа... так себе, скорее всего, как бы Ингвар сейчас был наравне с Гролом, да? И как бы самыми топовыми у нас был Пильщик и Айгон, да? Вот, интересно, поднимется ли Ингвар на уровне со своими редкими собратами, да? Со своими братьями по редкости, вот. Алерия, Эола, читаю, блин. Алерия, Элора, Дидра, время возрождения этих героев сокращено с 15 до 10 секунд, то есть баф. Хера Элора сейчас будет быстро резаться. Блин, Элора и так сильно. Ладно, Алерия там. Ну и, кстати, из Дидре тоже спасибо. Ну, я бы не сказал, что она сильно умирала, с одной стороны, она же такая защищенная, бронированная женщина. Ну ладно. Башни, все уровни. Базовый урон и урон от цепи увеличены на всех уровнях карт. Блин, слава богу, реально. Потому что, ну, блин, они ее прям вообще в говно занерфили. То есть, они как бы хотели вывести ее из меты, да?
но понизили настолько, что она вообще прям полным говном стала. Так что, надеюсь, она как бы будет где-то посередине сейчас, да? Надеюсь, они все-таки смогли найти тот урон, который искали. Чародей. Длительность умения проклятия увеличена на всех уровнях. Да, это... Блин, им так никто не пользуется. Ну, короче, что они с ним сделали еще раз? Сейчас я посмотрю. Длительность умения проклятия. То есть свое проклятие было увеличено. Длительность этого действия. Стоимость умения полиморф снижена. Так, то есть они сделали его дешевле, да? Его способность, это, я так понимаю, по-моему, превращение, да? Угу. То есть теперь в овечку он чаще превращает. То есть сколько оно было? 180. Сейчас, наверное, до 165, допустим, можно было снизить. Или до 160, не знаю. Вот. И что еще, что еще? А его базовое время перезарядки немного увеличено. Ну то есть они тут забалансили. То есть они как бы... получается, кулдаун увеличит, наверное, там на секунд 16, допустим, да, раз немного. Но снизит стоимость, там, допустим, до 160. Не знаю, для чего это. Мне кажется, это его вообще как бы... Ничто с ним не сделает, мне кажется. Я бы так это назвал. Ускорители это... Ой-ой-ой, куда я перескочил? Боевой мех. Время перезарядки атаки увеличено, но базовый урон увеличен. Короче, опять же баланс, но... Короче, они в прошлом патче прям до 0.5, как бы, они... Полностью, как бы, там, по-моему, даже... Я не помню, чтобы там какой-то баф у мехи был, но они его прям сильно так порезали. Тут уже прям немного идет увеличение урона. То есть, походу, не сильно его порезали. Что ж, пришлось улучшать эту легендарную карту. На 3-м уровне время перезарядки ракеты ось увеличена, и цена увеличена. Хотя и урон значительно увеличен. Стоимость немного... Короче, они как бы в основном... стоимость способностей повысили, но и, соответственно, и урон тоже. То есть, как бы боевой мех и так была дорогая карта, сейчас еще дороже. Но сильная. Всадник смерти, некромант. Теперь на него действует способность полиморф. Ну это, я так понимаю, когда некромант призывает на твою сторону всадника смерти, то на него действует как бы вот эта вот овца. И вот мне интересно, она как бы только у этой башенки, где вот она вот? Вот то есть она только у чародея работает? Или, допустим, есть же еще этот спелл, тоже на овечек, как бы интересно, спелл на овечек тоже будет работать теперь на всадника смерти? Я вообще даже об этом не знал, то что на всадника не работают способности чародея. Так, ускорители, я так понимаю, бустеры. Теперь игроки получают одинаковый выбор усилительный в первой волне, что обеспечивает симметричный и справедливый старт. А почему только в первой? Ну, хотя, блин, если было бы все одно... Нет, это как бы правильное решение, да, но с одной стороны, если у всех было бы все одинаково, как бы, то его соперника можно было бы легко предугадать, как бы. Короче, было бы, скажем так... меньше интриги, вот, я бы так это назвал. Несколько мощных усилителей, включая зов дракона, громовую птицу и летающих големов, были ослаблены, особенно в ранних волнах. Это правильно, потому что эти трое, ну ладно еще летающие големы, вот эти двое, они, особенно дракон, блин, они такие сильные, это прям вообще капец. И как бы вот эти вот птицы, они были... Драконы, птицы, они были слабостью драконов, героев драконов. Потому что драконы как бы очень сильно на них отвлекались. И почему-то такое ощущение, как будто бы мало урона по ним вносили. Хотя, наверное, это связано с тем, что у них много хп, в отличие от всех остальных мобов, которые выходят вместе с бустерами. Но, а так, это правильное решение, потому что они меня уже достали. Зато когда сам их использую, ой, как кайфую. Экономика. Количество матчей, необходимость для открытия боевого сундука уменьшено с 10 до 8. Спасибо. Ну вот это немного не понял. Это, я так понимаю, вот эти вот ежедневные, да, типа? Ну вот эти вот. Типа больше звездочек будут давать или что? Вот это, все, понял. Кстати, благодарю, будем билетики получать. Да, спасибо, спасибо, пацаны. Прям вот за это вам респект. Еще бы... кстати, да. Блин, надо было в начале видоса это сказать.
как это, в закрепленном комментарии будет ссылочка на Discord. Мой пост в Дискорде, который идет... Сейчас я скажу даже, где это находится. Короче, это будет канал Ironhide Game Community. Дальше у них есть предложка, скажем так, с фидбэками. Туда будет вести эта ссылка на Rework Stadium Rewards. То есть вы должны будете как бы нажать реакцию обязательно. Вот, у кого дискордик работает, пожалуйста, прошу, это сделайте. Можете еще перейти ко мне в сообщество на канале, на ютубе, там тоже проголосовать, там уже более 100 голосов, это очень хорошо, надеюсь, нас заметят. И мы должны добиться того, чтобы переработали вот эти вот награды, потому что они несправедливые. 150 мест это очень мало, как бы все, ну как бы все аргументы я уже переводил в постах. Так что смотрите, читайте, кстати, на телегу тоже подписывайтесь, ссылочки есть в описании. Ну и вот и к самому важному переходим. События. Я так понимаю... кстати, где мы будем брать эти... Где мы будем брать крутки, если у нас натиска не будет? Натиск сейчас тоже пропадет, я правильно понимаю? Да, этот баннер Бересада кончается вместе с натиском. Почему нам тогда не сказали о втором ивенте? Не знаю, непонятно, короче. Ну, как бы не переживайте, ваши билетики как бы сохранятся. Если вы это смотрите уже, когда вышла обнова, то вы, наверное, уже знаете. Короче, билетики сохраняются, и крутки вот здесь вот ваши тоже сохраняются. Вот здесь вот, в этой полосочке, крутки ваши не сохраняются. То есть у меня одна крутка, вот эта вот, она, скорее всего, сгорит. Короче, не всаживайте в Бересада крутки, как бы, если не уверены, то, что получите его гарантом. Итак, событие знамени, призыв разлома. Изменится на башню Некромант, чтобы дать каждому игроку шанс получить его в режиме free-to-play. Скорее, тут как бы не сказано, сколько на него придется потратить круток, но мне кажется, явно меньше 60, потому что это не лего. Вот эта эпическая карта, плюс Некромант, она как бы раньше всегда была донатной. Да, то есть она не входила в пул карт арены, то есть ее спокойно можно добавить как ивентовую, да, то есть теперь как бы Некромант у нас числится не как донатная башня, и не как башня арены, а как ивентовая, то есть у нас сейчас Бересад ивент карта и Некромант ивент карта, но эпическая, как бы, имейте в виду. И это, наверное, на самом деле хорошо, потому что Некромант очень сильный, в том же натиске он прям был бы очень крут, потому что призывает скелетов, то есть это опять же подсирание своему противнику. Так что советую тратиться, я думаю, башня хорошая. И, кстати, это подтверждает мою теорию, ну, не теорию даже, это, блин, даже логично. У нас скоро, по-моему, этот видос выходит 23 числа, да? Накануне у нас Хэллоуин, да? И, насколько я знаю, разработчики очень любят его праздновать в Kingdom Rush, потому что у нас есть как бы... Сколько у нас вот этих вот компаний есть таких хэллоуинских? Это там какие-нибудь грибы с этими, с гнилым лесом, да? Демоны, может быть, но это не факт. Как бы демон это, скорее всего, там отдельная как бы раса. Вот. С Блэкбёрном, то есть, было обновление, да, в первой части. Во второй части у нас это Василий с вампиршами там, да. Вот. Если что, подробнее, как бы, точнее, мои предположения об хэллоуинском обновлении, которое, скорее всего, начнется после баннера Некроманта. То есть, я могу предположить то, что патч 1.1 начнется через 2 недели, после того, как закончится у нас баннер Некроманта. Вот. И там уже будет другая башня. Может, даже и герой, кто его знает, но мне кажется, все-таки башня будет у нас в баннере, но об этом я расскажу в следующем видео. Так что следи за этим каналом, подписывайтесь, колокольчик нажимайте. Исправление ошибок. Исправлена ошибка, из-за которой отряды, возвращавшиеся в состояние полиморфа, были слабее, чем предполагалось. Это, я так понимаю, короче, багуля, связанная с Овечкиными. Исправлена ошибка, из-за которой способность Бересада, выносливость пехоты работала некорректно. Ну, это, видимо, пассивка, да? Выносливость пехоты. Ну, ладно. Вот такой вот changelog, вот такие вот изменения баланса. Пишите, что думаете. Пишите, что думаете о Бересаде, что думаете о Сполохе, у кого он есть. Рады ли вы то, что у нас Некромант, как бы, то, что еще скоро Хэллоуин.
такая тематическая башня, скажем так, и, скорее всего, следующий баннер после Некроманта тоже будет под эту тематику. Вот как-то так. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До встречи в следующем видосе по КРБ. Удачи! Покеда!